Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 16 мая. Ну и, как я вас предупреждал, я нахожусь в творческой или в деловой поездке, поэтому, как вы заметили, бэкграунд, фон у меня несколько другой. Ну, это, собственно говоря, не имеет значения. Ну и сегодня я хотел бы поделиться для начала маленькой радостью, тем более, что она настолько неожиданная в моей жизни. Замечательная группа девушек из Киева под названием «Фреглы» сделали мне подарок. Написали и исполнили песню для меня, обо мне. И неожиданность заключалась в том, что это пришлось аккуратно к моему дню рождения, который еще не наступил к тому, моменту. Поэтому они наверняка об этом не знали. Так, насколько я понимаю, сделали это от души. И я этому был чрезвычайно тронут. Песня, я имею в виду музыку, я имею в виду исполнение, были замечательны на высочайшем уровне. Эту музыку, эту мелодию я помню еще со школьных лет. Вернее, нет, это уже были университетские годы, когда в «Зените славы» была группа Rolling Stones. Поэтому рекомендую, господа, эту группу. Повторяю, это чрезвычайно талантливые, очень красивые девушки из твердой гражданской позиции. Я всегда считал, что Украину спасут женщины или женщина, потому что таких женщин, как в Украине, в мире больше нет. Они самые умные, самые красивые, ну и воли им не отбавляй. Так что я здесь оставлю под этим видео ссылку на эту группу. Прошу прослушать. Надеюсь, вы разделите мою эстетическую, так сказать, радость от ее прослушивания. Ну а теперь перейдем к обычной нашей рутине. Начиная с прошлой недели, по оценкам западных аналитиков, китайцы буквально сорвались с цепи. На Европу обрушился визит самых высокопоставленных китайских представителей. Это вице-президент Хан, за которым последовал министр иностранных дел Циньган. Первый посетил Португалию и Голландию, или Нидерланды. Второй побывал во Франции, в Германии, и в Норвегии. Что же послужило причиной? Я так думаю, что главная цель – это было предстоящее контрнаступление вооруженных сил Украины и та обстановка, которая вокруг этого складывается. Китайцы, значит, я вам должен сказать прежде всего, что вот эти визиты, они последовали вслед за выступлением представителя Китая в Организации Объединенных Наций, который заявил, что необходимо просто срочно все бросать, останавливать все военные действия, срочно прекращать войну и приступать к мирному урегулированию. Никакого плана по-прежнему нет, то есть все те же аморфные 12 пунктов, но по глубокому убеждению, во всяком случае, так звучало его заявление китайского представителя, политика, стратегия Соединенных Штатов, их европейских союзников и Украины в том, что надо дать Украине максимум оружия, подготовить ее вооруженные силы к ее доблестному владению этим оружием, с тем, чтобы нанести поражение агрессору, и на этой основе прийти уже начинать переговоры. Так вот, ожесточенный вот этот десант и те переговоры, которые они провели, свидетельствуют, скорее всего, о том, что Китай что-то почувствовал. Причем, что интересно, российские представители, которые работают на китайском направлении, они делают вид, что они не знают, чего добивается Китай, по большому счету. Но у меня такое впечатление, что, может быть, это и правда. То есть, возможно, ситуация такая, как с Шариковым, вы помните, да?
То есть его уговаривали, из него пытались сделать человека, и никак не получилось. То есть его вовлечь в процесс его очеловечения оказалось совершенно невозможно. И дошло до трагического случая, когда доктор Борненталь решил вернуть его в изначальное состояние. Поэтому вполне допускаю, что в Пекине считают, что Украина имеет шансы нанести сильнейшее поражение России в ходе предстоящего наступления. Но это у Китая было бы как-то не кстати. Но почему я так считаю? Потому что, обратите внимание, как-то китайцы спали больше года. Время от времени отделываясь ничего не значащими такими пышными заявлениями типа «надо все плохое прекратить и начать делать все хорошее», ни более, ни менее. А тут просто вот как сорвались с цепи. Представители ООН, немедленно надо начинать переговоры, кончать стрелять. Теперь вице-президент, министр иностранных дел. И все один и тот же месседж. Значит, что они обыграли с европейцами? То есть они, как только их не облизывали, ребята, у нас единая судьба, у нас экономика, вы смотрите, мы сейчас из ковида выходим, у нас блестящие экономические перспективы, давайте делать деньги, давайте покончим с этим бардаком, который вызван войной в Украине, как называют конфликт. Давайте восстановим цепочки, мы взаимно дополняем друг друга. Не надо создавать блок против Китая. Мы, в принципе, хорошие. Не надо, как они выражаются, ставить перед ним ультиматум. Тут имелся в виду Боррель, который вот в ходе этих же визитов на прошлой неделе сказал так, что Китай имеет влияние на Путина, и пусть он Путина заставит прекратить войну. Справедливая постановка вопроса, но Китай говорит, ну не заставляйте нас делать то, что мы не можем, и совсем не в силах, мы постараемся, мы вот из кожи лезем вон, мы всегда за мир, за дружбу, за суверенитет, территориальной целостности. Они уже не вспоминают ту российскую формулировку, которая под влиянием Москвы они вписали в эти 12 пунктов о том, что каждое государство имеет, значит, что безопасность неделима, и надо учитывать безопасность, озабоченность каждой стороны при оценке, значит, вот, как они говорят, конфликта в Украине. И вот, то есть, вот эта вся вакханалия визита дипломатическая наталкивает некоторых китайских, вернее, американских и западноевропейских синологов к мысли, что Китай считает, что действительно он серьезен в том, что надо это дело как-то так заканчивать, иначе будет плохо для России, потому что, ну, Китаю, как мы с вами уже говорили, полный разгром Путина не нужен. И вот этот бросок дипломатический на Европу Китая, он как-то по времени совпал с появлением новой темы в обсуждении американских аналитиков, военных, дипломатических аналитиков и политиков. Вопрос новый. Вот до сих пор, когда мы обсуждали, ну и когда вы слышали всевозможных новостей о том, что Запад хотел бы добиться, и что увидеть в ходе наступления, и что Украина хотела бы добиться. То есть добиться успеха Украины с тем, чтобы сесть за стол переговоров и дальше вот и. А что дальше? Я не слышал ответа на этот вопрос. Единственный вопрос, это была такая обтекаемая формулировка, заключающаяся в том, что успех даст Украине преимущество за столом переговоров. Вот, собственно говоря, и все. Но есть еще 10 пунктов Зеленского. Но насколько это все реально и насколько оно осуществимо, если не произойдет полного катастрофического разгрома Российской Федерации в течение этого года, во что мало кто, если честно говорить, верит, потому что это, скорее всего, нереалистично. Так вот, а что делать и все? Ну, победили, окей, допустим, освободили материковую часть Украины, допустим, пол Крыма освободили.
но где гарантия, что Путин сядет за этот стол переговоров? То есть человек полуневменяемый, или он таким прикидывается. То есть идея состоит вот сейчас в чем? Что между даже победой или, скажем мягко, успехом в ходе предстоящего наступления ВСУ и между урегулированием, окончательным политическим регулированием и получением политических тех целей, которые хочет достичь Украина в результате этого политического урегулирования, должен быть какой-то период. Это не будет неделя, 2, 3, вряд ли это будет даже полгода. То есть процесс, как они говорят, трансляции или трансформации военной победы или успеха в политическое урегулирование, политический процесс. И естественно, что Россия будет пытаться использовать это время для выжидания, для попытки восстановить свои силы. И от того, в каком состоянии будет находиться западная помощь Украине в этот же период, будет зависеть окончательный результат всей этой, назовем ее так, операции. И тут вот на повестку дня выходит вопрос, какая должна быть эта помощь, в чем она должна заключаться. Потому что, в последнее время мы привыкли, к сожалению, слышать со всех сторон о том, что кто-то там устал, кто-то там начал уставать, а вот еще придет Трамп в 2024 году, будет совсем плохо. Но я вот наблюдаю, что происходит в Вашингтоне. И, с моей точки зрения, проявляется новая, интересная и позитивная закономерности. То есть возросла активность членов Конгресса, прежде всего сенаторов, от республиканской партии. Это так называемых неорейганистов, которые прекрасно разбираются в геополитике, которые понимают, что такое на самом деле российская агрессия против Украины, которые понимают, что для того, чтобы бороться с Китаем, главным противником Соединенных Штатов Америки, надо сначала удавить вот этого змееныша кремлевского. И вот их существенное большинство. В конце прошедшей недели были слушания в Конгрессе, где очень сильное заявление сделала сенатор-республиканец Сьюзен Коллинз, которая потребовала изыскания средств, возможностей для обеспечения постоянного, бесперебойного снабжения Украины всеми видами необходимой помощи до тех пор, не до окончания этого наступления, не до окончания серии наступлений, а до тех пор, пока военные действия, мы надеемся, успехи ВСУ на поле боя, не транслируются в окончательное, приемлемое, хорошее для Украины политическое урегулирование. И надо сказать, что вот эти неорейганисты набирают все большие силы, к счастью. В то же время аналитики подчеркивают, что им предстоит противостоять небольшая, но шумная и такая дрочливая группировка отмороженных трампистов, которую называют группировкой МАГА. Ну и, видимо, скоро, где-то, может быть, с лета, мы с вами увидим начало ожесточенной борьбы между ними. Не только между ними, а я скажу так, демократами плюс неорейганистами среди республиканцев против протрампистской группировки, прежде всего в Палате представителей. Почему середина недели? Потому что, вот как проявилось на этих слушаниях в Конгрессе, из 48 миллиардов американской помощи, которую администрация Байдена получила от Конгресса в декабре прошлого года, осталось всего, называлась цифра 6, но если учитывать последний пакет помощи, то там остается, по некоторым данным, чуть-чуть больше 4
4 миллиардов долларов. В декабре их было 46. То есть вы понимаете, с какой скоростью тают эти деньги. И с учетом предстоящего наступления, несоизмеримо увеличилась потребность в расходных материалах, прежде всего боеприпасов. То есть без них деваться некуда. Короче говоря, считается, что где-то к июлю уже возникнет нехватка средств. И сенатор Коллинс предупредила администрацию Байдена, Белый дом, что нужно не ждать, как говорят американцы, до 11 часов ночи, 11 hour, как они это говорят, а надо заранее вносить соответствующий запрос в Конгресс с тем, чтобы иметь время для его обсуждения и успешного, значит, удовлетворения. То есть есть здесь такая озабоченность, и есть серьезное основание надеяться на то, что вот эту группировку трамповскую удастся сломать. Как дело пойдет дальше, сказать трудно. Вряд ли вам кто-то скажет однозначно. Я имею в виду предстоящие в ноябре следующего года президентские выборы и шансов Трампа на них. Если будет Трамп, но это дикая карта, да. Хотя, то есть вопрос сейчас геополитически стоит настолько ребром, что только, считается, совершенно отмороженный человек, а таким является вот сейчас в американском политикуме Трамп, может единолично, в общем, разрубить его, несмотря на массовое, не то что недовольство, а массовые доводы умных людей, потому что это безумие, это самоубийство, это уничтожение западного мира и самоубийство Америки. То есть ждем. Значит, вполне возможно, что где-то в конце этого месяца, в начале следующего, будет внесен соответствующий законопроект в Конгресс, в Палату представителей. Ну и то, что будет происходить дальше, даст нам серьезные, значит, факты, исходные данные, на основании которых мы можем делать какие-то проекции на будущее. Но пока это, значит, произойдет, из чего исходят вот те американские наблюдатели, аналитики, которые говорят, что надо не останавливаться, нельзя ставить все на зеро сейчас. То есть вот ставим на безоговорочную сокрушительную победу ВСУ, и так, или все, или мы срываем банки, или все пропало. Речь идет о том, что необходимо разрабатывать стратегию надолго. Имеется в виду не только стратегия войны, то есть имеется в виду, что война будет продолжаться долго, хотя это тоже не исключается. Имеется в виду, что весь процесс военной, значит, конфронтации или войны, и затем весь процесс дипломатических переговоров, который закончится политическим урегулированием. И если вы помните, еще где-то в марте, в апреле месяце прошлого года, вскоре после начала российской агрессии, я вам приводил исследование западного, я считаю, это очень серьезный аналитик, фамилия его интересная, Тейлор Черчилл, который изучил статистику или создал статистику всех войн, которые вела Россия за последние лет 300. И он вывел интересные статистические, две цифры, самое главное для меня, которые он показал. Первое. В этих войнах, если Россия добивалась успеха, то добивалась она в течение первых где-то, там было, значит, по нашим подсчетам, которые я говорил, если Россия, согласно всем предыдущим, так сказать, ее войнам и их длительности, если России было суждено победить в войне против Украины, то она должна была победить к октябрю прошлого года.
чего не случилось, как мы знаем. А вторая цифра свидетельствует о том, что если она не выигрывала вот за этот период, сколько там у нас получается, 2, 10, 8 месяцев, да? Если она не выигрывала за 8 где-то месяцев, то потом шансы России на выигрыш, на победу резко падали, и поражение наступало очевидное через 18 месяцев после начала войны. То есть нам остается где? Где-то лето, да, август, где-то август этого года, как раз предстоящее наступление в ВСУ, которое позволяет, ну, есть надежда, основанная на реальных фактах и статистике, позволяет надеяться, что Мордор будет потрясен, по нему будет нанесен серьезный удар. Это что касается, да, но вот эти аналитики, которые говорят сейчас о необходимости разработки вот этой долгосрочной стратегии, а смысл стратегии заключается в том, чтобы Запад, еще раз повторяю, чтобы поток западной помощи, прежде всего военной, затем финансовой, был нескончаемым и был на достаточном уровне, чтобы у Путина не появилась идея, что он опять может пересидеть или выиграть войну на истощение. Что с точки зрения, какие плюсы и минусы, я вкратце пишу, вот представители этой стратегии имеют ВСУ. Это, конечно, огромная помощь более 50 стран мира, это блок. То есть это то, что пугает Китай. Китай сейчас умоляет, не надо создавать против России. Даже он про Россию уже не говорит, не надо нас туда втягивать, в этот московско-пекинский блок, против которого вы будете выступать. Затем, пока у Путина возникают все нарастающие сложности с боевой техникой, ВПК не справляется, ремонтировать, создавать новые возможности нет. Страна все больше переходит на вооружение, на музейные экземпляры, в то время, когда ВСУ получает все более новые, и даже такие, которые, взять систему ПВО, которая поставляется Германии, у нее даже в Бундесвере на вооружение такой нет, потому что считается дорогая и слишком суперсовременная. Это да, это позитив. Позитив. Вот сейчас я вам дам данные, то есть наконец-то я нашел цифры, которые свидетельствуют, конкретные цифры о том, сколько новых подразделений было создано в ВСУ в плане подготовки к этому наступлению. Эти данные все, еще раз повторяю, они публичные. То есть враг их знает. То, что не секретно, является достоянием публичных, так сказать, сферы. Я считаю, что вы достойны это слушать. Ну, а кто считает, что нет, лучше молчать, не говорить, ну, закройте уши. Я повторяю, эти сведения не помогут Мордору. Так вот, за последние месяцы при помощи США и НАТО было создано 3 корпуса новых вооруженных сил Украины. В них вошли 9 бригад, общевойсковых маневренных бригад, которые, я уже рассказывал, действуют, обучены действовать по стандартам НАТО, вооружены оружием, техникой НАТО, которая в значительной степени по основным параметрам более современная, чем российская, ну и укомплектованы личным составом Украины. Кроме этого, должно быть, вернее, то ли уже закончилось, то ли уже на последних стадиях завершается формирование еще 3 бригад, которые, насколько я понимаю, должны действовать под эгидой Министерства внутренних дел. Там те же, вот в том числе, там те бригады, которые называют штурмовыми. То есть всего 12 бригад, 3 корпуса.
То есть они должны, по идее, иметь колоссальное преимущество на поле боя. И я неоднократно с подачи американских экспертов высказывал надежду на это. Но, значит, помимо плюсов, в каждом явлении есть и минусы. Без этого не бывает. Что относится к минусам? Вернее, даже это не минусы, а возможные подозрения, а вдруг вот где-то там тонко. То есть это не факт, что это произойдет, что это там, это действительно слабость, но тем не менее. Так вот, за эти месяцы, но вы представляете, в условиях войны вот создать такое на территории сравнительно, ну, по сравнению с Российской тоже Федерацией, небольшого государства, которым является Украина, находящаяся в состоянии агрессии, это практически подвиг. То есть это историческое событие, и американские высокопоставленные генералы говорят, что даже в условиях военного времени, простите, мирного времени создать вот такой новый, принципиально новый для Украины кулак военизированный, это почти подвиг. Подвиг второй. Что произошло в результате этой созидательной деятельности? Были скрещены две вещи, которые вот российским вооруженным силам не удается никак. Ну, они хотя даже не подозревали, что это нужно делать. А мы с вами обсуждали, но что новое? Смотрите, при помощи НАТО на низком уровне, командном уровне, то есть это вот сержанты, как у американцев, или, возможно, в ВСУ это лейтенанты, младшие лейтенанты, старшие лейтенанты. Это та единица, которая, согласно канонам НАТО, получает общее задание, а дальше они действуют в соответствии со своей подготовкой и видением ситуации. Они реагируют на ситуацию. Это считается более эффективным, чем сидеть ждать, пока главнокомандующий какой-то там батальон или отделение позвонит и скажет: вы наступаете туда, вот второе отделение туда. Ну, это чем отличается Мордор, и поэтому он был бит нещадно и порот, начиная с февраля прошлого года. Но отмечается, что в значительной части средний командный состав ВСУ, многие офицеры, которые вышли из вооруженных сил Советского Союза, это офицеры старой школы. Самым высшим командованием американцы и вообще натовцы подружились, чуть ли не побратались, насколько я понимаю. Во всяком случае, они говорят, как правило, в восторженных терминах о руководстве, высшем руководстве ВСУ, с которыми они решают соответствующие вопросы. То есть вот соединить одно с другим, опять-таки, это сложнейшее для того, чтобы изменить действия младших командиров, это сломать надо менталитет. То есть в России, я уверен, это невозможно будет сделать в течение десятилетий. Да сколько существует российская армия, начиная с царя. Вот все она такая, потому что человек, он никто. Он пушечное мясо, которым распоряжается вышестоящий начальник. Будь то генералиссимус Суворов или там, Петр I, верховный главнокомандующий, или будь это маршал Жуков. То есть для этого нужен совсем другой менталитет. Но все это хорошо, есть надежда, что это будет работать блестяще. Но черт его знает. Это может, вот, как говорил один мой шеф, когда я работал еще во внешней разведке, в таких случаях он говорил: вскрытие покажет, как была задумана и осуществлена операция. Это первый, значит, вопрос. Второй вопрос, вернее, озабоченность, опасения. То есть подготовка подготовкой, укомплектация, укомплектование соответствующей техникой. Но подразделения НАТО, которые действовали в ходе прошедших последних войн, начиная с начала 90-х, это вот на Ближнем Востоке, буря в пустыне, иракская свобода, Афганистан. Эти все натовские подразделения действовали в условиях двух важных вещей.
Американцы обеспечивали полное господство в воздухе и обеспечили на высочайшем уровне, вплоть до избытка, логистические поставки. А логистические, неоднократно я вам говорил, говорят, от чего будет зависеть исход войны. Логистика, логистика и логистика. Ну вот, это второе, как-то так, озабоченность, скажем. То есть, говорят, не может, вроде все должно быть нормально, но черт его знает. Но, к счастью, Путин, Мордор имеют гораздо большие проблемы. Это проблемы с тем, что ВПК все не справляется. Надежд особых на то, что помощь, необходимое количество, грянет извне, нет. Даже Северная Корея отнекивается. Китай, слава Богу, это была моя главная озабоченность, главная головная боль. Не дай Бог, Китай решился бы это сделать. Судя по всему, не решится. Остался Иран. И вот в последнее время Соединенные Штаты раскручивают обвинительную кампанию против Ирана, называя то, что происходит между Тегераном и Москвой, военный, политический, фактически союз. Но речь идет прежде всего о поставках дронов. Подсчитано, что с августа прошлого года по настоящее время Иран поставил в России около 400 дронов, в основном «Шахед». Это сегодня, кстати, на пресс-конференции адмирал Кирби говорил об этом. Баллистические ракеты обещали, американцы знали, что обещали иранцы это поставить, но, видимо, вовремя предупредили, объяснили Ирану, не пошли они на это. Но сейчас вроде бы идут переговоры о возможных поставках сотен новых беспилотников дальнего радиуса действия и возможном строительстве линии сборки иранских беспилотников в России. Зачем американцы все это разгоняют сейчас? Для того, чтобы решить два вопроса. Первое. Они тому же Китаю показывают, что не мы являемся источником накачивания вооружениями одной из сторон. Вот Иран фактически сформировал чуть ли не военно-политический союз России, обещает, предлагает, не будем же мы сидеть и ждать. То есть мы реагируем. Второе, это дает возможность западным союзникам, не дожидаясь реакции, не реагируя, а действуя на опережение, делать свои поставки. В этой связи следует обратить внимание на недавнее заявление британского правительства, премьера Сунака, о готовности Британии поставить несколько сот беспилотников дальнего радиуса действия и плюс несколько сот ракет «Земля-воздух» для системы ПВО. То есть вот, по поводу, это что касается военной ситуации России с теми же боеприпасами и техникой. Что касается экономики, то есть уже, что бы ни кричали, как бы ни хорохорились из Кремля, установившиеся, проявившиеся четко тенденции, что экономика наконец-то входит в даунтурн, так сказать. Ну, еще это не пике, но серьезное снижение, которое будет теперь быстро нарастать. Это обусловлено эмбарго на поставку нефти, затем нефтепродуктов, введение потолка цен. Индия, сотрудничество бурное с Индией в этой области зашло в тупик. Сначала умные люди в Москве кричали: мы будем торговать только на рупии, но теперь им эти рупии девать некуда, разве только печки топить, потому что они никому не надо. А Индия, значит, как платить в долларах? В долларах это все будет тогда просчитано, значит, все под контролем Соединенных Штатов Америки. Короче говоря, торговля в этой области с Индией зашло в тупик. Китай, опять-таки, он не собирается стать спасением. Кроме того, наметился уже сейчас серьезный
давление на рынке труда в Российской Федерации в связи с мобилизацией недавней, в связи с тем, что из-за этой мобилизации огромное количество людей с мозгами, которые умеют что-то делать, покинули страну. Теперь для того, чтобы это делать, как-то выжить или остановить успешное развитие наступления ВСУ, Путину, судя по всему, надо делать новую мобилизацию. Чертовски не хочется это делать, просто не хочется это делать. Но если это будет сделано, это будет еще один удар по рынку труда. Короче говоря, общее состояние и тенденция развития российской экономики сейчас свидетельствует о том, что даже не в долгосрочной, в среднесрочной перспективе Россия не может позволить себе войну на истощение. И задача стратегическая Соединенных Штатов, союзников вместе с Украиной сделать так, чтобы вот этот отрезок времени от начала наступления, который должно пройти через какой-то там тот или иной успех, чтобы он в конце концов транслировался в подходящее, приемлемое для Украины политическое урегулирование, а проще говоря, это должно так или иначе, значит, закончиться. Так, пардон. Вот то, что я вам говорил, это командировка. Но, однако, мы продолжим. Так вот, значит, вот в ходе этого отрезка времени и должно осуществляться бесперебойное оказание этой помощи. И об этом начали думать. Вот начали думать сейчас. Вы скажете, а почему начали думать сейчас? Ну, я могу этот же вопрос задать вам, то есть алаверды, а почему? Ну, вот так. Слава Богу, что думали. До этого думали контрнаступление, вернее, наступление. Сейчас разнесем по кочкам, дороги намотаем, все нормально. И тут же наступят переговоры, потом оценили ситуацию. Получается, что не совсем. Не совсем есть полная надежда, что Путин тут же прыгнет в кресло переговоров. То есть нужно додавливать. Повторяю, это не обязательно поддодавливание будет на поле боя с огромными жертвами. Есть надежда, что, то есть очевидно, что противник, враг теряет потенциал для агрессивных действий, его просто надо додавить, додушить гаденыша. Я, естественно, высказываю абстрактно, метафорически. Я надеюсь, вы меня понимаете. Вот такая, господа, задача сейчас стоит. Поэтому наблюдаем на этой неделе, видимо, Ли Хуэй приедет в Киев, что-то мы узнаем по поводу конкретных уже телодвижений, предложений Китая. Но вот такая резкая активность, это впервые с развязывания российской агрессии в феврале прошлого года. Но еще я вам хотел сказать так просто вкратце, потому что вряд ли вы это где-то прочитаете. На прошлой неделе президент Зеленский дал интервью, можно сказать, редакции газеты «Вашингтон-Пост». Как я понимаю, там была масса журналистов, чуть ли не вся редколлегия, чуть ли не вся редакция. Ответил на массу вопросов, нормально, все хорошо, но у меня такое впечатление, это уже не первый раз. Вот как-то его почему-то не готовят, хотя это самый простой, подготовка его к ответу на вопросы по всему тому, что касается разведки и деятельности спецслужб. Расскажу конкретнее. Зашел там разговор о том, что, согласно утечкам документов Пентагона, у генерала Буданова установились какие-то особые отношения с Пригожиным. Когда я вообще слышу о вот таких особых отношениях, я, честно вам скажу, вздрагиваю, потому что вспоминаю хорошую украинскую пословицу:
нашему теляти, это вовка бы з'їсти, нашему теленку, да, съездить бы ему волка. Смысл заключался в том, что якобы Пригожин предлагал сделку через Буданова. Украинские войска выходят из Бахмута, давая тем возможность Пригожину зафиксировать победу, которая ему надо было на психическом уровне, чтобы утереть нос своим врагам. А какие у него самые большие враги после укрофашистов? Условно, конечно, да, как они их это анонсируют. Первые враги у него теперь Шойгу, Герасимов. То есть человек, это психическая ситуация. И вот он говорит, давайте. То есть это сделка фактически. Он предлагает сделку. Вы выводите, а я вам даю расположение российских войск, и вы их долбите там где-то. Ну, постановка вопросов, это прошло в этих документах Пентагона. У президента Зеленского попросили прокомментировать это дело. Но сначала я вам прокомментирую. Вызывает большое сомнение, потому что, ну, ребята, вся разведка НАТО, все спутники, все самолеты, все дроны сейчас работают НАТО над территорией, вокруг территории Украины. И уж что, где находятся российские войска, это доподлинно известно в руководстве ВСУ, и для этого не нужен Пригожин. То есть как-то оно так звучит непонятно. Я не вижу здесь предложения для сделки. Между тем они встречались, якобы Пригожин и Буданов в Африке. И даже, если я понимаю, несколько раз. То есть тут может быть возникнуть чисто с профессиональной точки зрения ситуация, что один пытался вербовать, один одного, другой другое, у кого шансы. Я вам скажу, это бой, если он был, это должен был бой неравных противников. Неравных противников, потому что у Пригожина за его плечами не только свои, а и путинские неограниченные финансовые ресурсы. И против них юный генерал Буданов, ну как-то мне не верится, что это он пытался бы вербовать. Хотя я не настаиваю на том, что Пригожин его вербовал. Ну, в общем, вот такая ситуация, казус. Надо разбираться, надо текст еще бы посмотреть. Ну, Владимира Зеленского просят комментировать, он начинает комментировать, он входит в сущность вопроса, он начинает его обсуждать. Сначала, где вы взяли эту информацию, ему журналист говорит, а вот, я прочитал, вот вам доклад, вот вам один документ. Короче говоря, он вовлекает Зеленского в эту дискуссию, тот плывет, потому что это, естественно, не его епархия, и дело переходит, ну, там чуть ли не бранью. То есть Владимир Зеленский начинает обвинять этого журналиста и чуть ли не всю редакцию «Вашингтон-Пост» в том, что она занимает работает на Россию. И вот это очень неудачное завершение этой пресс-конференции, господа. Почему? Потому что, ну, дипломатия, весь смысл ее состоит в том, чтобы воюющей страны, коей является Украина, состоит в том, чтобы из врага превратить в нейтрального превратить в твоего друга. Но ни в коем случае нельзя из друга превращать во врага. Вашингтон-Пост, Нью-Йорк Таймс, либеральные газеты, они друзья Украины, они самые влиятельные в то время, когда в Белом доме находятся демократы. И всего этого можно было избежать. То есть, ну, осадок стал, конечно, совершенно нехороший. Свару, вот такую, которую я увидел, с Вашингтон-Пост, не мог бы позволить себе президент Соединенных Штатов. Так, по большому счету. Не принято это. Да и силы неравные. Это действительно отдельная сила. Средства массовой информации в США. А решение простое было. Вот кто-нибудь бы подсказал. Здесь мы возвращаемся к вопросу о профессионализме, вернее, об отсутствии оного у значительного
числа представителей команды Владимира Зеленского. Как нужно отвечать на такие вопросы? Очень просто. Мы не комментируем вопросы, относящиеся к деятельности спецслужб. Точка. Кавычки закрываются. Все. До свидания. Можно еще иначе. Хотя вот этот самый лучший ответ. Можно вариант. По вопросу деятельности спецслужб обращайтесь к соответствующим спецслужбам. Мы не вмешиваемся в их деятельность. Точка. Кавычки закрываются. Но это так, господа. Зарисовка, так сказать, жизненной ситуации. В целом пресс-конференция произошла нормально. Владимир Зеленский очередной раз довел мысль о том, что необходимо много и все больше вооружений. Понятно, на Западе это все приняли. Запустили программу перевооружения ВПК стран Европы, Соединенных Штатов. Все работает на полных парах, прежде всего в области производства снарядов, боекомплектов. Вот на этом, дорогие друзья, позвольте закончить этот выпуск. В ближайшее время будет горячая пора не только на поле боя, но мы ожидаем визит китайцев. Мы узнаем, наконец-то, я надеюсь, узнаем, как они собираются это все сделать, как они собираются примирить свою декларацию о уважении устава ООН и хартии, и принцип суверенитета, территориальной целостности, как они это все собираются применить без того, чтобы не потребовать вывода путинских войск с территории Украины. Ну и предстоящее, видимо, обсуждение в Конгрессе Соединенных Штатов вопроса о выделении нового, да не то что пакета, нового очень большого объема помощи для Украины на вот этот весь период времени. То есть мы теперь считаем, лично я теперь считаю, время это не от начала наступления до начала переговоров о регулировании. А когда они начнутся, одному Богу известно. Я считаю теперь отрезок времени от начала наступления до трансляции, превращения побед на поле боя в политическое урегулирование на приемлемых для Украины